Юность женщины по имени Хавса прошла в провинции Трабзон, где ее муж, тогда еще Шехзаде Селим, был губернатором. Она была привлекательной женщиной, но судьба ее была непроста. Как известно из истории Османской империи, ее муж более всего любил военные походы и завоевания. Его за это даже прозвали Селим Грозный. Его правление отмечено жестокими карами для бунтарей и мятежников, и множество завоеваний. Там же в Трабзоне родился сын Хавсы Сулейман. Как хорошая мать, она отправилась вслед за сыном, когда того назначили Санджакбеем, то есть губернатором провинции Шибин-Карахисара. Потом несколько раз Сулеймана переводили в другие регионы, но Хавса всегда была рядом с сыном. Что касается отношений Хавсы со своим мужем Селимом I, то все было печально. Султан Селим предпочитал войну и покорение других народов всему остальному. В молодости Хавса стала любимой наложницей Шехзаде Селима. Она была очень красива и любила Селима. Но еще до своего воцарения Селим все свое время проводил в военных походах, забывая о любимой и ждущей его женщине. К моменту, когда Селим I зашел на престол, его сыну Сулейману исполнилось 7 лет. По традиции Сулеймана направили в Санджак. Его мать отправилась вместе с ним, чтобы заниматься воспитанием сына и помочь ему освоить основы управления Османской империей. В то время считалось нормой, когда женщина рожала сына, то ее отправляли вместе с ребенком в Санджак, а султан переключал свое внимание на других женщин в гареме. Поэтому детей у него было много. Видя это, Хавса была очень несчастна. Она постоянно писала ему о своих чувствах, выражала надежду, что скоро они снова будут вместе. Но султан ничего не отвечал на это. Более того, после того, как Селим пришел к власти, его постоянно преследовал страх, что кто-то из его детей может попытаться свергнуть его с престола. А поскольку его сын Сулейман был весьма одарен и пользовался уважением и любовью в народе у янычар, Селим подозревал, что именно Сулейман захочет отнять у него трон. Все потому, что Валиде в своих письмах рассказывала Селиму об успехах их ребенка, о его талантах в различных науках и прочем. Особенно она подчеркивала, как сильно Сулейман любил и уважал своего отца. Это еще больше усугубляло ситуацию. Селим был очень подозрительным и стал ненавидеть всех своих детей и наследников, руководствуясь только своими эгоистичными соображениями. Он решил убить всех своих сыновей, но если бы у него это получилось, тогда некому было бы наследовать трон Османской империи, а это могло повлечь за собой печальные последствия для всей империи в целом. В истории есть упоминание о случае. Страх Селима дошел до того, что он принял решение убить Сулеймана. Однажды в Санджак, где находился Сулейман, султан прислал много подарков. Помимо даров Валиде в виде красивых тканей и драгоценных украшений, он прислал мужской кафтан. Тот предназначался Сулейману. Эта одежда была отравлена, и лишь по счастливой случайности Сулейман избежал ужасной смерти. Именно тогда Валиде поняла, что султан больше ее не любит, и решила посвятить всю свою жизнь сыну. После смерти Селима Хавса наконец смогла вздохнуть спокойно и больше не опасалась за жизнь своего сына. Она переехала в Стамбул и решила поселиться в старом дворце, где располагался гарем Сулеймана, и стала Валиде Султан, то есть матерью правящего султана. Из исторических правок точно известно, что Сулейман очень доверял своей матери, она была его доверенным лицом и советником. Ей даже поручали важные миссии. Например, в 1520 году Хавса была направлена султаном в Трабзон, где она должна была организовать важную административную единицу в этой провинции. Достоверно известно, что Валиде пользовалась огромным уважением и доверием своего сына, но никогда не использовала это в корыстных целях. Все свое влияние Валиде употребила на то, чтобы не позволить Хюррем манипулировать Сулейманом в своих интересах. Также ее цель была не допустить раздор и склок в гареме своего сына между любимой женой султана и Махидевран. Однако, как видно из истории, ей это мало удалось. Сулейман безумно любил свою Хюррем и ради нее даже менял вековые традиции османов. Валиде была весьма неординарной личностью. Историки сходятся во мнении, что Хавса была очень доброй и отзывчивой женщиной.
Поскольку она была советником султана, Хафса вела переписку с представителями иностранных держав. Примером является ее переписка со вдовой Хайрбея. Жена после смерти своего мужа не могла покинуть Египет за неимением средств. Хафса обратилась с просьбой к своему сыну, чтобы тот помог организовать ее переезд, и даже хотела оплатить все ее расходы, связанные с этим. Уже одно это говорит о ней как о человеке с большим сердцем и нежной душой. Еще одним примером ее сострадания к людям и неравнодушия к их проблемам было письмо Сулейману, где она рассказывала о ее родственниках, попавших в бедственное положение. Позднее эти две женщины, двоюродные сестры Сулеймана, получили помощь и поддержку от султанской семьи, а Хафса была их покровительницей. Должность валиде и советника Сулеймана Великолепного Хафса исполняла много лет. Всю свою жизнь она оказывала помощь простому народу. С ее помощью было построено много благотворительных фондов, школ и больниц. Строились мечети и хамамы. И это касалось не только Стамбула. В других провинциях люди тоже получали поддержку от валиде Султан. Она также распорядилась построить постоялый двор или гостиницу по пути в город Эдирне. Точную дату рождения валиде Султан никто не знает. После своей смерти в 1534 году валиде похоронили в Стамбуле, в районе Фатих, который существует и по сей день. Хафса была упокоена рядом с мечетью Селима Явуза. В дальнейшем ее сын Султан Сулейман, который горячо любил свою мать, приказал построить над ее могилой тюрбе. Там же позднее похоронили ее дочь Хатидже Султан и несколько маленьких шахзаде, сыновей Сулеймана I.